Приветствую, фермеры. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь смотрели контент по игре, в которую вы никогда не играли, но контент по которой вам очень интересен? Для меня это видео по Team Fortress 2 и Roblox. Хотя, казалось бы, я могу спокойно поиграть в обе эти игры. Они обе бесплатные. Но в первую я не захожу, так как и люблю бывать в малоизвестных играх. И если начну играть в Team Fortress 2, то Sharding Famous мне уже покажется игрой для детсада. А Roblox... И среди этих видео были видео по предметам. По Team Fortress 2 от Тайфуна, а по Роблоксу от Тимоха и Кто. И некоторое время назад я подумал, а есть ли интересные предметы в Sharding Famous? Я решил оставить эту идею до того момента, когда я закончу все страницы о предметах на Вики. Как вы поняли, я их закончил, предварительно потеряв рассудок. И в этом ролике я расскажу о самых интересных предметах Sharding Famous. Сразу скажу, что я не буду затрагивать предметы, чьи особенности сильно распространены, или предметы, про особенности которых будет скучно рассказывать. Я не буду упоминать удаленные предметы или изменения в каких-либо предметах, за одним исключением. Также все перечисления будут идти от старых к новым. Начинаем. И, кстати, если вы хотите найти дополнительную информацию, то вы можете зайти на Вики. Там есть статьи о предметах, которые я сама лично написал. Whoa, watch out, that sky's the wrong color. Начнем сразу с того, что сразу приходит в голову при слове «особый предмет». Made in the Game. Эта роль дается тем участникам Дискорда, чьи идеи были добавлены в игру. Неважно, это концепт, арт или просто слова. I've got an idea! Хоть роль и была добавлена где-то 1,5 года назад, сами идеи игроков добавляли на протяжении истории всей игры. Сразу предупреждаю, что здесь будут упоминаться, есть ли у пользователя роль или нет, так как на удивление не у всех есть эта роль, даже если их упоминали. Я буду идти по порядку добавления предметов. Я не буду упоминать те моменты, когда вещь была добавлена со словами «мы добавили это по просьбе игроков». Я буду упоминать даже те вещи, которые не являются предметными, ибо я не хочу делать отдельный ролик по Made in the Game. Также я не буду упоминать людей, которые там в прошлом веке, когда-то там давно предлагали какую-то идею в ТикТоке или на стриме. Я не собираюсь там копаться. Еще я не буду упоминать самые обычные идеи, которые попали в игру, но чьих авторов не упоминали. Вообще в начале существования официального Discord сервера и специальных каналов идей было много, но все они были по большей части PNG картинкой. И вы хрен поймете, что было добавлено как идея Квази, а что как идея сообщества. Тогда все идеи были простыми, так как игра не была большой и еще не стала цирком со скинами. Так что игроки предлагали разные идеи, и понять, что было добавлено как элемент стилистики, а что как идея сообщества, сложно. Например, грабли. Вот пост, где Брамп 1 предложил идею грабли. И тут как бы сложно, ибо идея для грабли просто очевидна. Но он первый, кто предложил эту идею. Но его не упоминали при добавлении грабли в игру. Так что я советую посмотреть эти вещи самостоятельно. Просто выбирайте канал и выбирайте старые сообщения. Единственное подтвержденное из этого более-менее это предложение Real Barack Obama. Добавить 2 оттенка коричневого в Spring Harvest 2018 года версии 0.6. Квази их сразу добавил и даже показал скриншот. А так, подобные инциденты не будут упоминаться, даже если это попало в игру. Самым первым подтвержденным предметом от игроков стал Snow Shovel от Spiral Staircase to Hell в Winter Harvest 2017 года, версии 0.4. Я бы ни за что на свете не понял, что Snow Shovel его идея, если бы он не имел ту самую роль, если бы один пользователь не спросил его. Я не могу точно сказать, говорил ли он правду или нет, так как я не смог найти упоминание Snow Shovel в старых сообщениях, хотя я помню, изображение было. Зато точно можно сказать, что именно он придумал имя для Watermelon LG. Об самом Spiral Staircase to Hell мало что можно сказать. Он просто был немного активным участником Discord сервера, который до того инцидента последний раз писал в 2021 году, хотя уже формально покинул игру в 2019. Следующие предметы от сообщества были добавлены в Fall Harvest 2016 года, версии 0.8. Да, это было 29 октября. В предыдущем видео я оказался долбою. Тогда добавили целых 5 предметов от сообщества. Об этом люди узнали, так как Квази поздравил в соответствующих каналах тех людей, чьи идеи попали в игру. Было всего 2 категории предметов: шапки и скины для лопат. Начнем с шапок. И начнем мы с Snapback. История достаточно интересная. Все началось с пользователя по имени Yikes. 19 августа 2018 года он выложил фан-арт. Ничего примечательного. Но Квази заметил, что у чувака с Grammarly Launcher есть кепка с надписью I love shotgun. И Квази спросил, должен ли он добавить эту шапку в игру. Все сказали да, а через 2 дня
Яйкс сделал концепт-арт самой шапки. Впоследствии шапку добавили, и по сути это первый предмет, основанный на концепт-арте. Говоря об самом Яйкс, то он просто был достаточно активным участником Discord-сервера с 2017 по 2019 год. Он разве что рисовал, но... Да, тут каждый человек, который умеет рисовать линию, считается художником. После 2020 года он снизил свою активность, но все еще иногда появлялся в чате. Последний раз он появлялся в день выхода 2.0. Роли он не имеет. Второй же шляпой была Mining Head. Идею просто предложил Real Barrack. О нем я ничего не могу сказать, так как он ушел с сервера. Но я предполагаю, что он был просто как другие. Был активен и предлагал идеи до определенного момента. Роль не имеет. А теперь лопаты. И честно, тут мне особо нечего сказать. Maze, French и PixX были предложены Киркот, я просто буду называть ее Беконом. И Яйкс. Да, снова. Я ничего не могу сказать, так как все эти идеи были предложены в виде PNG-картинок. Про самих авторов мне тоже особо нечего сказать. Первый ушел, но он был активен. Про второго я поговорю позже, а про третьего я уже говорил. Единственное, что я могу сказать, почему идею для PixX присвоили Яйкс? Те же Real Barrack и Мистер Ваффл предложили идею о кирке раньше. Причем это было именно кирка. А сам Яйкс предложил топор из Фортнайта. Все трое не имеют роли. Короче, экстренное включение. Во время монтажа этого видео в комьюнити снова вернулся Рэй, более известный под именем Paper Lagoon. Он является победителем второго турнипмента. По его словам, в этом же обновлении, о котором мы сейчас говорили, также добавили его идею, а именно Fishbowl. Также, по его словам, в следующем обновлении Winter Harvest 2018 года версии 0.8.2 добавили Pepperhead. Насколько сильно ему можно верить, неизвестно. Я спрашивал об этом у одного из разработчиков. Он не уверен, но какие-то зацепки я нашел для подтверждения его слов. Да и в целом, мне кажется, Paper Lagoon нет смысла врать. Роль он не имеет. Следующей идеей является Beekeeper Head от Пичу в Danger Shoes Update 0.9.3. Эту шляпу, по его словам, именно он продвигал. Про него самого скажу позже, так как в будущем он предложит куда более масштабную идею. Следующей идеей является Water MLG от TCAB 2003, которую добавили в релизе игры. TCAB 2003, который будут называть просто T, просто 2 раза упоминал идею об LMG из Армуз. Первое упоминание, кстати, было и его первым сообщением на Discord сервере. И, кстати, именно здесь Spiro Staircase to Hell предложил имя для оружия. А по самому T мало что можно сказать. Он был активен чуть больше месяца, после чего исчез на долгое время. И еще оставив одно сообщение в 2021 году. Ну и да, это был второй человек, чей труп потревожил Свифти. И, кстати, до Свифти T уже тревожили. Причем с тем же контекстом, по сути. И это забавно. Сам T имеет роль. Достаточно много идей было реализовано в Horror Mode Update версии 1.1. Начнем с того порядка, который был в посте. Первыми в посте были Мистер Ваффл и Бекон. Их идеи были Corn Stalker и Werewolf. Мистер Ваффл просто являлся активным участником Discord сервера. После 2021 года снизил свою активность, а сейчас он практически не разговаривает. Для он еще интересен тем, что он что-то делал на Вики. Как вы понимаете, для меня это очень важно. А еще он предложил идеи для минимума Milk. А по поводу Бекона, тогда я не хотел упоминать его, поскольку та его идея не показывала все навыки Бекона. В прошлом Бекон был одним из самых творческих людей в комьюнити. В начале, по большей части, Бекон делал небольшие концепт-арты на бумаге. Они были маленькими, но прикольными, и на фоне других они выглядели качественно. И самое интересное, что в первое время он делал их регулярно. И так он рисовал до 2020 года. В 2020 году Бекон занялся моддингом игр. И даже разработкой игр на GS Doom. Первое время он делал моддинг, связанный с Shotgun Famers. Но позже полностью начал делать свои моды. И сервер, по сути, стал показом его идей. Hello everyone, it's me, Vladio, and today welcome to my fitness program. So today we will be learning of the Он стал больше постить арты не по Shotgun Famers, а по чему-нибудь другому. И лишь изредка выкладывал какие-либо арты по Shotgun Famers. После 2021 года Бекон снизил свою активность. Причиной стало то, что в игре ему было толком нечего делать. Он уже получил все предметы и толком не ощущал прогрессии. Так же, как по мне, есть еще одна причина. Мне кажется, вы должны признать то, что для Shotgun Famers очень сложно делать какой-либо контент. Да, есть ролики, есть фанарты, но вы не можете делать какие-либо моды. Часть шутеров дают эту возможность. И Бекону просто нечего было делать в сообществе Shotgun Famers.
Вообще, как я упоминал ранее, одной из проблем с игрой у Бекона было то, что он не ощущал прогрессии. И мне интересно, если бы тогда добавили бы магазины и сезоны, то продолжил ли он как-либо активничать? Это риторический вопрос, но я думаю нет. Все, что я могу сказать, это удачи Бекону с моддингом. Ибо видно, что этот чел имеет знания и некоторый талант. И если что, мы всегда будем рады возвращению. Наверное. Я только о нем, походу, тут знаю. И да, никто из них не имеет роли лол. Следующими идеи в посте были Applause от Ника и Wave от Пичу. Ника была просто активным игроком на сервере, позже став модератором. Но кое-что я могу рассказать. Говоря про творческую часть, больше всего она известна за вот такие вот обои для рабочего стола. Некоторые обои хватит даже запостил в анонсами. Ника также создала группу в Стиме. Да, она мертва. Однако самое главное, за то, что она была известна, это прозвище Бог Лопат. Она прошла всех боссов Hard Mode при помощи лопаты. Ну хоть не весь Hard Mode. Однако в апреле 2022 года она потеряла свой статус, так как сразилась с ютубером Goofy World. И там она проиграла. Теперь Гуфи является Богом Лопат. Ника не имеет роли. А Пичу... Я позже поговорю о нем. Да, опять. Также было 3 достижения от сообщества. Quiet Horsing Around, Getting Started, and Gnome Thief от Cyberspacer 18, Gucci Pie и Crazy VC. Это одни из самых загадочных идей от сообщества. Я не смог найти информацию о первых 2 участников и когда именно они предложили идею. Зато про Crazy VC я могу сказать. Я, естественно, его не знаю и в душе не ебал, пока я не нашел о нем информацию. Он является, по большей части, ютубером. Его отличало от других то, что он снимал не ебучие летсплей, а информативные видео или монтажи. Также у нас здесь свою рубрику Shotgun Famers Memes, у которой уже 4 части. Ну как 4? 3, ибо 4-я является первоапрельской шуткой. Сейчас Crazy VC является модератором. И да, роли он не имеет. Следующие 3 идеи были добавлены в Very Berry Update версии 1.3. Первыми 2 идеями были достижения, а именно Summer's Hero от Mecha 008 и I Have a High Ground от Samnerd и Vulcan. Mecha 008 сейчас имеет имя Пансексуал Ханк, и он ушел с сервера. По поводу авторов 2-го достижения я ничего не смог найти. Только возможное происхождение, но это не точно, так как сам пользователь был удален. А 3-й идеей был Strawberry от Янисиста. Strawberry от Янисиста. Да, это оружие обновления и самое худшее оружие в игре. Об самом пользователе мне практически нечего сказать. Его чуть ли не первым сообщением был тот самый концепт-арт. Причем 2 версии. На 2-й версии мы можем увидеть описание того, как бы работало это оружие. Strawberry должен был изначально иметь всего 5 стрел. Каждая из них наносила бы по 25 единиц урона. Но! Чем меньше стрел оставалось, тем больше клубника на конце стрелы становилось больше, вместе с листьями. А сам лук также деформировался. Это звучит интересно, но как по мне здесь стоило бы добавить больше стрел. Сам Янисиста был активен лишь в первой половине 2020 года. После он снизил свою активность и последний раз писал в мае 2022 года. Следующие 2 идеи были добавлены Hot Wix 1.5.1.3, достижение With My Boomstick и Fresh Pancake. Их объединяет не только то, что они вышли в одном обновлении, но и то, что их авторы неизвестны. Сейчас мы входим в эру, когда предметы от сообщества стали активнее добавлять, и мы точно знаем каждого автора, начиная с 2022 года. Начнем с комплекта Honey Harvester от Пичу. Наконец-то я могу про него рассказать. Пичу является одним из старейших активных игроков сообщества, хоть и присоединился он только в 2019 году. Сам Пичу известен за несколько вещей. Он модератор на официальном Discord-сервере, он делал фан 3D модельки, что тогда для того сообщества было очень необычно. Он работал на Вики, как вы понимаете, для меня это очень важно. И он пчелофил. Он очень любит пчел и саму тематику пчел. При каждом упоминании или вообще добавлении в игру чего-то, связанного с пчелами, у Пичу происходит микрооргазм. Я серьезно это в сценарий написал? Именно он продвинул все идеи с пчелами и тематикой пчел. А, кстати, он купил 6 плюшевых бок-бок. Нахуя? Я не знаю. Роли он не имеет. Следующими предметами были Bombkin Mask и Zombok Mask от TP. Обе маски были основаны на концепт-арте за авторством TP. TP является художником, который периодически постит концепт-арты. Он мало активен, роль имеет. Следующий предмет это Birthday Cop от Sin Rob Level 9 AK Saints Mac. Его все называют просто Робом. Роб является
художником, наверное. Сам арт для проздыков вообще не похож на то, что мы получили в игре. Он скорее даже является вдохновением для того, что мы получили в игре. Сейчас Роб мало активен. Роль имеет. Следующими приметы являются сетом Scarecrow от Brucey Boy. Brucey Boy — это еще один пользователь, который присоединился в феврале 2021 года. Он просто сидел, делал концепт-арты, в которых он уже использовал заготовленный ассет, и ушел буквально спустя 3 месяца. Но недавно он вернулся, и произошла смешная ситуация. Когда Brucey Boy вернулся, люди подметили, что у него есть роль Made in the Game. Однако, Brucey Boy вообще об этом не знал, и он даже не знал, за что ему дали эту роль. И в итоге все сошлись на мнении, что ему роль дали за концепт-арт с Scarecrow, так как что-то более подходящее не нашли. Роль, конечно, имеется. Следующие 2 идеи были добавлены в первом сезоне. Зомquack был основан на концепт-арте от True Farmer. Этого пользователя я хорошо знаю, если вкратце он был художником, в принципе на уровне Роба. Хотя он даже пообщался с одним из художников CF, чтобы рисовать лучше. Он постил различные идеи и даже сделал свой арт-сервер, который был удален спустя месяц. У него также есть свой YouTube-канал. Вообще, одно из вещей, за которое он был известен, это его частые уходы. Он периодически уходил на несколько месяцев, иногда на пару дней. Ибо он серьезно воспринимал свое творчество и не хотел зацикливаться на чем-то одном, и сам он периодически выгорал. Ах, да, кстати, ему было тогда где-то 14-15 лет. Но в 2023 году он окончательно покинул сообщество и удалил свой аккаунт. Но во время озвучки этого видео он вернулся с нового аккаунта. И буквально в этот же день он снова ушел, оставив вот этот вот текст. Присоединение – это инвестиция, а не посвящение. Я хотел похвал. Но если ты делаешь великие дела, не ожидай ничего взамен. Вот как ты их получаешь. Вместо открытого менталитета исключительно зарабатывать их, например, Made it in Game Helper, COB, Росмодератор, Бакфиндер и так далее, просто получай удовольствие и старайся делать-то. Что хочешь, игры – это бессмысленное упражнение для дофамина, но если подумать о сообществе, и вставьте себя в курс дела и имейте оптимистичный прогноз. Вы пожинаете плоды, и мне все еще весело, но стимул изнашивается, Z0MBIR прекратил трансляцию. Игра улучшается, но сообщество нестабильно. Стримов в Кази нет. Должен быть консенсус, если нет, ожидаются результаты. Хорошо, что есть спад, чтобы можно было построить больше, но в последнее время оно какое-то несвежее, и я не думаю, что в ближайшем будущем ситуация улучшится. И да, сейчас ему точно 15 лет. Как вы понимаете, ни роли, ни его уже нету. Вторым же является Lumberjack and Enter Exit. Сам концепт был нарисован в 2021 году. Говоря про самого Ender Exit, он был разношерстным. Он рисовал арты, но не слишком много. Но зато он имел YouTube канал, где снимал... Не смотрите сюда. Где снимал видео. Про Shotgun Farmers было всего лишь 2 типа видео. Сраные монтажи И ебучие коды! Опять коды! Причем 2 версии. 2 версии. Сам Эндер был активен в 2020 году. После первого квартала 2021 года он очень сильно понизил свою активность. Последний раз он появлялся во время коллаборации с Among Us и спрашивал, какого хуя тут происходит. Роль имеет. Есть еще 3-я идея, но она мелочная. В чем суть? Изначально пользователь под именем Birdie на официальном Discord сервере предложил идею сделать Battle Pass и назвать его Cattle Pass. Про идею все забыли, пока друг Birdie Zero, о нем мы позже поговорим, не нашел это сообщение и не решил напомнить об этой идее. И Zombier, модератор сервера, решил дать роль Birdie. Говоря про самого Birdie, он является разносторонним. Он имеет YouTube-канал, где выпускает неплохие видео. И он, по сути, является самым популярным полноценным ютубером по Shotgun Farmers. Также Birdie владеет сервером shotgunfarmers.com. Но одной вещью, за которую в прошлом был известен, это то, что он был хакером и ликером. Ну, то есть сливал контент игры. И где-то в 2021 году его забанили. Потом он делал странные видео, где можно было видеть, что он до сих пор игрался с кодом игры. К сожалению, у меня не осталось ни скриншотов, ни ссылок на видео, так как Birdie скрыл эти видео. Есть лишь видео, где он извинялся за свои поступки. И поэтому, верить ли мне или нет, ваше дело.
Но в 2022 году его разбанили. И вроде бы он исправился. Повторяю, вроде бы. Ибо еще до конца уверен. Сам Берди, как вы понимаете, роль имеет. Следующий предмет является Suitcase от Vivi Valera. Кто-нибудь из вас знает Валеру? Я лично нет. Сам арт был полностью перенесен в игру, за исключением одной вещи. Надпись с OC, что означает Oceanside, на SF. Да, просто SF. Вообще интересно, что в игре уже есть чемоданы, но разработчики не поленились и решили сделать специальную модельку. Спасибо. Кстати, сам чемодан был основан на 2 моих чемоданах. Роль имеется. Следующая идея вообще очень странная. Имя достижения Oh My God от Peanut Butter Bucket. Peanut Butter Bucket малоизвестный стример и ютубер, но в основном он стример. Он известен своей целью в достижении 1 миллиона баксов. И сейчас он почти достиг цифры в 700 тысяч. В общем, он сделал видео, где рассказал, что такое Shotgun Farmers. Видео максимально странное. И в видео был один момент. Called pumpkins. That will make you say, oh my god. Квази это увидел, и ему настолько понравилось, что название достижения What Happens If I Do V поменял на Oh My God. Честно, лучше бы Квази оставил старое имя, так как старое имя больше подходило, чем новое. Но в любом случае, PBB получил роль. Следующие 3 идеи были добавлены во 2 сезоне. Первые 2 идеи это Cosmic Shovel and Bog Bot от Scully and Dave. Scully просто являлся хорошим участником сообщества, который рисовал концепт-арты и имел свой YouTube канал. В творчестве изначально он рисовал при помощи пикселей, и это было прикольно. Но позже он стал рисовать не пикселями, и со временем у него начало очень даже хорошо получаться. Но после получения предметов в игре он как будто изменился. Он стал просто раздражать и лезть куда попал, даже если его не просили. Сейчас я передаю с полей озвучки. Он ушел с официального сервера. Как-то так. Роль он имел. Третьей идеей был Crop Saucer от Дикеев. Crop Saucer это альтернативная версия Crop Duster на Moonside. Но Crop Saucer движется только по одной линии. Про самого Дикеева... Если мы говорим про то, что он делал, то он основатель клана Harvest, делал видео на ютубе, которые реально были неплохими. Это такие подкасты, где Дикеев излагает свои мысли. Причем на канале есть реальный подкаст. Но он был заброшен на первой части. Дикеев излагает мысли неплохо. И единственная проблема с его видео у меня это длительные паузы. Такое ощущение, что у Дикеева нет сценария. Или он есть, но он плохо его учит. Также Дикеев является организатором 2 турниров. Но говоря про его характер... Я не буду долго о нем говорить, так как эта тема не для этого видео. Дикеев это просто неприятный личность, с которым мне лично особо неприятно общаться. К Дикееву у меня много вопросов, но это не то видео, где бы я их задавал. Я могу лишь добавить то, что Дикеев на какое-то время уходил с основного YouTube канала. Пытался делать видео на своем 2-м канале. Но недавно он вернулся и возобновил производство видео на основном канале. 2023 was definitely Shotgun Farmers' best year. Роль имеется. Следующей идеей является The Last Straw от Роба. Роба вы уже знаете, но мне есть что сказать про The Last Straw. По оригинальной идее лопата должна была открываться за код, но Квази идею не оценил и просто запихнул лопату в магазин. Кстати, пока я искал оригинальный концепт-арт, я нашел это. Этот концепт был сделан TP за год до Роба. Делайте выводы сами. Следующей идеей является Guiding Road of Justice от 2 людей. Здесь интересная ситуация. В общем, на одном из стримов Peanut Butter Bucket человек под именем VKNman 430 предложил идею для трости. Peanut Butter Bucket понравилась идея, и он решил сделать свой первый концепт-арт. И позже трость попала в игру. Про самого VKNman 430 мне нечего сказать, ибо он написал всего лишь 6 сообщений. А также он имеет некоторые соцсети. По поводу ролей. Peanut Butter Bucket уже имел роль, а VKNman роль так и не получил. Следующие 6 идей были добавлены в Haunted Harvest 2023 года. Если что, разбор уже есть на канале. Вообще, для этого обновления Квази создал на официальном Discord сервере специальный канал, где люди могли предложить свои идеи для обновления. Самой крупной идеей был Lil Grazer от Simon. Сама идея Lil Grazer была очень очевидной и была лишь вопросом времени. Сам Саймон является моим другом, и возможно вы его знаете.
Он принимал участие в некоторых моих видео, а для Саймона я сделал 3 обложки. Он является ютубером и раньше рисовал концепт-арты. А, еще он программист на Unity. Роль имеется. Второй идеей является мяч на Sunnyside от Vivi Valera. И я не знаю, что это за человек, поэтому просто пойдем дальше. А, погодите. И я просто хочу кое-что вам показать интересное. Блядь. Следующими 2 идеями является возвращение Красного Носа и возвращение Сантер Фармер от Хафа. Изначально Красный Цвет Носа еще был до раннего доступа, но в юбилейном ивенте 2022 года Цвет Носа был убран. А об Сантер Фармер мы поговорим позже. Про самого Хафа. Хаф является неплохим игроком, но в то же время неприятной личностью. Однако, кроме как называть людей бесплотными через эмоджи, он ничего не мог. Он еще является также членом клана Файл. Но недавно его забанили. Вся ситуация очень странная. По словам Зомбира, он не банил Хафа. А сам Хаф говорит, что его забанили. Я больше верю в версию того, что его забанили. Сейчас он практически нигде не активничает. За исключением, наверное, турнира, где он все-таки появился. Но особо больше он нигде не разговаривает. До бана роли он имел. 4-я идея была возвращение Скелебок от Zero. Скелебок — это скин на Бок-Бок, который использовался в меню How to Harvest 2018 и 2019 года. А про самого Zero... Ой, господи, блин. Скажем так, Zero очень неприятная личность. В прошлом был известен как очень хороший игрок и основатель клана Файл, но в то же время был очень токсичной личностью. Хоть на официальном дискорд-сервере вы мало чего найдете, на других фанатских серверах вы что-то да можете найти. Я помню, как на удаленном сервере Роба, Pickles Cup, Zero сделал каминг-аут, буквально сказав, что он расист. К сожалению, у меня не осталось скриншота этого сообщения, но если бы у меня осталось, я бы это сообщение бы на стену повесил. Настолько оно просто шикарно выглядело. Сейчас Zero снизил свою активность. Да, он периодически токсичит, но по сравнению с прошлым, это небо и земля. Он как будто исправился, хотя очевидно, что он, скорее всего, просто бана не хочет получить, ибо в прошлом он уже получал бан. И да, роль он имеет. 5-я идея является Lil Queen от Питера. Идея тоже была очевидна, а сам Питер является одним из добрейших людей в комьюнити. Он настолько подробно разговаривает и всем помогает, что это меня пугает. Но меня сильно страшит то, что он общается с самыми ненормальными людьми в сообществе. В целом, он является одним из сильнейших игроков в сообществе и очень хорошо играет. Роль он имеет. И 6-й идеей является Итси Битси, Мини Риппер и Lil Queen от Farmer Joe. Farmer Joe просто предложил идею. Про Farmer Joe мне сложно что-то сказать. То он активничает, то он вообще не появляется несколько месяцев. Сам он делал разные вещи. Роль он имеет. Следующей идеей является Set Dapper Farmer от Рэма. Dapper Farmer является еще одним перекрасом Anniversary Farmer. Сколько у нас их там в игре? 5. Сам Рама является ютубером и художником. Вначале он срисовывал. И да, этот самый концепт-арт тоже срисовка. Но вроде он сейчас исправился. Наверное. Также он является организатором турнира SFL, или же Shotgun Farmers League. Также он участник клана Cerner. Роль имеется. Во время написания сценария в сообщество, так сказать, вернулся Easter Egg. Он победитель турнира на Challenge. Наградой в том турнире было увековечение имя победителя на одной из могил на Грейвсайд. Из-за этого, а также из-за его возвращения, ему дали ту самую роль. Последние идеи от сообщества на данный момент были добавлены в 3-м сезоне. Официально нам не говорили, какие идеи были добавлены в этом сезоне. Но я спросил одного из разработчиков игры об этом, и он дал мне список идей от сообщества. Так что, по сути, эта информация эксклюзив для этого видео. Первой идеей пусть будет Gift Frap Gravedigger и Gifted Gran. Автор этих идей неизвестен, но я нашел что-то схожее от Hot Dog. Второй идеей является Ice Cube Head от The Wobbly Warrior. Изначально концепт Wobbly представлял собой скин на лопату, однако в игре скин на лопату превратился в шапку. The Wobbly Warrior — это недавно присоединившийся комьюнити игрок, который известен тем, что он неплохо рисует. Роль имеется. Третьей идеей является Frosty Rock от Скалы. Мне особо тут нечего сказать. 4-й идеей является Frozen Spade. Автор Frozen Spade неизвестен. 5-й идеей является Festive Cop от Уиллен. Уиллен является относительно новым участником сообщества, у которого есть свой YouTube канал. Ну и последняя идея от сообщества вообще является значок за полное завершение Cattle Pass в 3-м сезоне от Питера.
Соответственно, это сказал, что, скорее всего, именно Питер предложил идею. Также сейчас у нас есть информация о возможных будущих идеях. Еще в 2022 году на стриме нам показали Eastside от Дикеева. Eastside является городской картой. Также в ней будет пародия на Статую Свободы. На саму карту уже сделали намек на Forest-Side, а именно на одном из номеров машины и на одном из журналов. А также в одном из TikTok видео Quasi показал, что они возможно добавят KL Gun от The Wubi Warrior. Сейчас, по идее, должна быть вторая глава. Однако монтаж первой главы был закончен в конце февраля, из-за чего появились и изменились некоторые вещи. Если что, я записываю голос 23 марта. Самое главное, что появилось после февраля, было Boo Boing. Его автором является Super Javi. Он сам напросился на ту самую роль. Ведь на стриме, в честь коллаба с Among Us, Quasi упомянул, что сделал этот предмет из-за одного концепт-арта. And then, oh yeah, I made the Ghost Oink pet that I saw on Discord. I thought that was a great idea. I mean, obviously the recolor, but I just thought it'd be really cute to have a Ghost Oink pet. Про самого Джави мне особо нечего сказать. Ну и также мистер Вафл все-таки получил ту самую роль. Ебать, я красивый. Ахуй. Почетный предмет похож на предмет от сообщества. Но отличие в том, что эти предметы уже делают сами разработчики в честь кого-либо. Но некоторые из тех, в честь которых сделали предмет, получили роль Made in the Game. Так что я буду упоминать таких. Про самый первый такой предмет вам расскажет Crazy VC. Да, все дороги ведут к Crazy VC. Hello, yes, it's me, the Shotgun Farmer's meme guy. And Valor has kindly asked me to talk about the Pokemon Tube. So yeah, the item was added in 2017 and made for Toki. They're a Twitch channel that started streaming Shotgun Farmers before it was released. They really enjoyed the game. This game's sick though, dude. When this game fully releases, I think I'll play this a lot. Yeah, dude, hell yeah. And established a connection with Quasi, the creator of Shotgun Farmers. Lo and behold, 2 Took cosmetics were added to the game in an update. Kyle and Tommy both run their Twitch channel, so a different Took was made separately for each of them. Alright, I'm sorry, that's all I have time to talk about. I need to go and address some blackmail. Следующие два предмета очень интересные и самые уникальные здесь. Победители турнипмента SK и The Life is Yours. Мне кажется, вы уже по названию понимаете, в чем особенность этих шляп, но нужно начать сдалека. За всю историю Shotgun Farmers было всего 3 турнира под названием Турнипмент. И да, это каламбур со словом репа. Вот их даты. И нас здесь интересует только 3-й Турнипмент. Если в первых 2 призы были всякие коды, карточки для стима, то призы за победу в 3-м турнипменте были очень необычными. Второстепенным призом было увековечивание на главной статуе на Грейвсайде, а главным призом было добавление шляп в честь победителей. 3-й турнипмент был форматом 2 на 2, и выиграла как раз таки команда из SK и The Life is Yours. Если что, SK это сокращение имени Cheat Kid. Это было сделано для рейтинга, и как по мне это выглядит прикольно. Про самих победителей мне нечего сказать. Они просто были игроками, которые общались и давали идеи. Единственное, что могу припомнить, так это Twitch канал The Life is Yours, где он уже давно не стримил. Cheat Kid формально покинул комьюнити в начале 2018 года. Но в начале 2019 года он появился с сообщением о том, что набирает людей для своего проекта. Скорее всего, проект мертвый. А The Life is Yours последний раз писал в начале 2022 года. Следующие 2 шапки были добавлены в Fall Harvest 2018 года, версии 0.8. Обе шапки были сделаны в честь 2 малоизвестных ютуберов. Начнем с Doggybone Gaming. Doggybone Gaming это кислотопокрашенный фурий, который ведет свой YouTube канал. Он снял 29 роликов по Shotgun Farmers и последний был в начале 2020 года. На данный момент криво, но косо он активничает. А вторым ютубером является One of Wisdom. Он является очень старым ютубером, начавший снимать видео 13 лет назад. Больше всего он известен за видео по серии игр Skylander, но One of Wisdom снимал видео и по другим играм. Но после открытия для себя Shotgun Farmers, чуть позже раннего доступа, он, по большей части, начал снимать видео именно по Shotgun Farmers.
Да, он снимал видео по другим играм, например, Майнкрафт, но большинство новых видео было по Shotgun Farmers. Однако сейчас он редко выкладывает видео. И здесь я хочу выделить отдельное спасибо One of Wisdom за то, что он играл и снимал летсплей в 2017 и последующих годах. Именно благодаря его видео я смог сделать большинство страниц на Вики и понять, как тогда выглядела игра. Даже после того, как я понял, как возвращаться на старые версии, я все еще использую его видео, даже несмотря на то, что он иногда пропускал обновления. Спасибо. 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 В Winter Harvest 2018 года добавили целых 6 почетных шляп и 1 значок для 6 достаточно известных ютуберов. Начнем с Артирелии. Делирио, Террорайзер, Ногла и Ванос Гейминг, а также значок Террорайзера. Мне кажется, каждый, кто сидит на ютубе, хотя бы краем ухом слышал о них. Это люди, снимающие смешные моменты в различных играх. Я лично много их не смотрел, но выпуск про День Благодарения в Гаррис Моде в переводе Михакера я все еще помню. Почему ты смотришь вверх? Потому что мне кажется, что-то упадет сверху. Есть у меня такое предчувствие. Срань господня! О мой бог! Каково это, Ногла, когда тебе в лицо прилетает 40 сосисок? Было всего 7 видео по Shotgun Farmers, последнее из которых вышло в конце 2019 года. Больше мне нечего сказать, ибо, скорее всего, вы их знаете. А сами шляпы были удалены из игры в первом сезоне, и сейчас есть они только в виде скинов. Следующей шапкой является Stamped. Этот YouTube-канал менее известен. Канал известен тем, что на нем играют в разные кооп-игры, а также в различные инди-игры. Неудивительно было там увидеть Shotgun Farmers целых 2 раза. И последней шляпой была Sidearms for Reason. Sidearms for Reason снял всего 1 ролик по Shotgun Farmers, который набрал жалкие 17 тысяч просмотров. Но Кози все-таки решил сделать шляпу в честь него. Его канал умирает и... Among Us? Серьезно? Следующие 2 предмета были добавлены в Winter Harvest 2019 года. BitGamer, а именно шляпа и значок. Мне кажется, вы про него не слышали, ибо это испанский ютубер. По Shotgun Farmers он снял 7 роликов, и последний был в начале 2020 года. А у самого ютубера вроде все неплохо. Сама шапка была удалена во 2 сезоне и была заменена на отдельный скин. Следующим предметом является Zombie, который был добавлен в Crop Drop Update версии 1.5.0.23. Zombie является ютубером, твич-стримером и достаточно важной фигурой для сообщества. Его ролики по Shotgun Farmers набирали по меркам комьюнити очень много просмотров. Мне лично понравился обзор игры. Также Zombie был одним из организаторов турнира Farming Series. Первый турнир, в котором одним из призов было начисление бакбаксов. Сейчас он мертв в этих соцсетях, но он активен на официальном Discord сервере, и он является модератором, причем активным. Zombie, возможно, в будущем вернется на Twitch, но он явно не вернется на YouTube. Также он имеет роль Made in the Game. Следующие 2 шляпы были добавлены в New Weapon and Mutators Update, версия 1.7.6. Начнем с Drowning on Land. Он является ютубером и твич-стримером. Его контент чем-то напоминает контент Зомбира, но у Drowning on Land есть аж 4 тирлиста. 4! После 2022 года он был неактивным. Но где-то в 2023 году он выпустил еще 1 тирлист. И теперь на его канале целых 5 тирлистов. 5. Второй шляпой является Лазанья 666. Лазанья 666 был ютубером, который снял аж 4 видео по Shotgun Farmers. Вообще я не понимаю, зачем Коти так рано добавил в честь него шляпу. Ибо он просто сделал несколько видео, 2 из которых неплохо набрали просмотров. И шляпу он зря сделал, поскольку вскоре он покинул сообщество. Ну и последними предметами, хотя нет, последним сетом является сет Explosion Apple, состоящий из костюма, шляпы, а также, возможно, еще из черно-белой лопаты и дробовика. Сам Explosion Apple важен для сообщества Shotgun Farmers. Explosion Apple начал свою карьеру с канала Exploding Film. По названию можно понять, что там были различные короткометражные фильмы. Карьеру он начал 12 лет назад, в возрасте где-то 12-13 лет. И из-за этого первым контентом был, так сказать, кукольное шоу. Ну, вы знаете, такие видео раннего ютуба. Так, в принципе, все и шло. Но позже Explosion Apple начал увлекаться старыми черно-белыми мультами и короткометражками. Он даже пытался сделать свою подобную 2D анимацию, но выглядело это коряво. И тогда же он создал своего персонажа, Джек. В
короткометражных фильмах его играл сам Explosion. От бумаги он выглядел так. К этой любви к черно-белым короткометражкам была сделана отсылка в альтернативном типе костюма. В 2015 году Explosion создает канал Explosion Apple. Это уже был игровой канал, на котором и снимались видео по Shotgun Farmers. Общим счетом Explosion снял более 40 видео по Shotgun Farmers. По большей части это были игровые видео. Однако среди них были более интересные, а именно Iceberg Shotgun Farmers и История Shotgun Farmers. Я их считаю одними из лучших видео в сообществе, несмотря на некоторые проблемы. И для их создания сами разработчики помогали с информацией. И из-за такого тандема Explosion получил свои предметы. Роль он имеет. Holy crap, I'm in Oh my gosh, this is so freaking epic. Holy crap. Hello, Peter. Welcome. Коллаборационные предметы — это те предметы, которые были сделаны в соавторстве с какой-либо другой игрой или организацией. И у меня вопрос к тем игрокам, которые играют как минимум год и интересуются Shotgun Farmers. Как вы думаете, с какой игрой была первая коллаборация? Ладно, хотя бы укажите год. Мне кажется, многие подумают об 2020-м. И не без причин. Но что если я скажу, что самая первая коллаборация была до раннего доступа, в альфе? Это, на минуточку, 2017 год. И что же это за игра? What the Box. What the Box — это игра за авторства Beaten Toast Games Incorporated. Игра представляет... Хотя знаете, я просто включу вам трейлер игры. Box, the box on a fire, what the box on a fire, what the box on a fire, what the box on a fire, the box on a fire, what the box on a fire. Да, по сути, игра является шутером от третьего лица, где мы играем за коробку. И эта игра была одним из источников вдохновения для Quasi, для создания Shotgun Farmers. Эта игра показала Quasi, что онлайн-игру может сделать даже один человек. И иронично, что если Shotgun Farmers все еще обновляется, то What the Box сейчас не обновляется и доступна лишь на 3 устройствах. И вот он, тот самый предмет. Это шляпа, которую вы могли получить за покупку What the Box. Однако, информация о том, когда ее добавили или удалили, нет. Вот абсолютно никакой. Но у меня есть предположение. И сразу скажу, что это все, возможно, ложная информация. Скорее всего, предмет был добавлен в начале альфы, так как у предмета аж 2 версии иконки. А предмет был удален перед ранним доступом. Следующий такой предмет добавили лишь спустя почти 2,5 года. А именно в Horde Mode Update версии 1.1. Тогда добавили значок Buffalo Game Space. Да, сейчас этот значок удален, но он должен вернуться в будущем, по словам одного из разработчиков игры, Slavunator. Buffalo Game Space — это некоммерческая организация, основана в 2013 году. Организация направлена на помощь новичкам в игровой индустрии. Организация настолько успешная, что до Вики я об этой организации вообще не слышал. Как вы можете догадаться, Quasi является, ну или по крайней мере являлся одним из членов этой организации. Само участие Quasi в Buffalo Games можно заметить по некоторым вещам. В частности, иногда на официальном Twitch-канале Buffalo Games люди играли в Shotgun Farmers. Информации о том, когда значок удалили, у меня нет. Я бы здесь закончил разговор, но во время поиска информации об организации я нашел их официальный YouTube-канал, на котором есть 3 видео, среди которых есть трейлер их геймджема. И знаете, что я там увидел? Это 2015 год. Самая первая версия игры была сделана в 2016.
Я лично не знаю, является это совпадением, так как я не знаю, когда Квази присоединился к Buffalo Game Space. Но... еще держите этот скриншот. Он прям охуенный. Следующим таким предметом является значок Freedom Finger, добавленный в Crop Drop Update версии 1.5.0.23. Этот предмет можно получить либо за код, либо за покупку самой игры. Freedom Finger является игрой, созданной другом Квази, Mark Makes Games, или же Марк Зорн. Игра представляет собой скролл-шутер, где вы играете за корабль в виде руки, который показывает средний палец. В этом же обновлении добавили 6 значков в честь игры Skyhook. Также в Item Shop Update версии 1.7.10 добавили титул в честь Skyhook. Предметы можно получить только за покупку игры. Однако, начиная где-то в 2022 году и заканчивая началом 2023 года, предметы можно было получить за коды. Skyhook является первой игрой, которую Квази выпустил в Steam. Из названия можно понять, в чем суть игры. Однако я хочу об ней поговорить отдельно как-нибудь в другой раз. Вообще в Shotgun Farmers много отсылок на Skyhook. И неудивительно было увидеть эти предметы. До этого момента мы говорили лишь об небольших и даже незаметных коллаборациях. Но после 2022 года каждая коллаборация была масштабной и включала в себя несколько предметов. Самой первой такой коллаборацией была коллаборация с Move or Die. Move or Die является партигеймом, выпущенной в 2015 году. Скорее всего, вы ее видели благодаря другим ютуберам. Да и я сам играл в нее. Игра представляет по сути своей 2D-платформер с мини-играми. Главной фишкой является движение. Если ты двигаешься, ты живешь. Если ты не двигаешься, ты умираешь. В игре есть куча скинов, мини-игр и модификаторов. Сама коллаборация началась еще в середине 2021 года, когда Move or Die добавили 3 скина: Муму, Oink Oink и Фрэнк. Да, теперь мы знаем имя главного фермера, который появляется на большинстве баннеров и промо-артов. Предметы по Move or Die появились в Shotgun Farmers лишь почти год спустя, 4 марта 2022 года. Тогда в Featured Items появилось 2 предмета: костюм Джо и Blockhead Shovel. Кстати, эти предметы стали что-то вроде мемом, так как предметы очень часто появлялись в Item Shop в 2022 году. Следующим кроссовером является коллаборация с Atomic Rob в первом сезоне. Я не играл в Atomic Rob, так что я могу допустить некоторые ошибки в кратком описании. Atomic Rob — это Bullet Hell игра, сделанная в 2019 году, суть в которой днем развивать сельскохозяйственную культуру, а ночью отбиваться от врагов. А вы еще можете жениться. Даже на фуре. В Shotgun Farmers добавили 3 предмета коллаборации в Cattle Pass. На 8-м ярусе игрок получает Furiosa, на 9-м Atomic Gun, на 10-м Atomic Head. В Atomic Rob ничего не добавили, связанного с Shotgun Farmers. Как по мне, это лучший кроссовер в плане логики, так как, во-первых, обе игры про фермерство, а во-вторых, год релиза одинаковый. Ну и последней коллаборацией на данный момент является коллаборация с Among Us. Ставьте свою шутку сюда. Изначально Квази в Твиттере по приколу запостил идею об коллабе с Among Us, но разрабы Among Us заинтересовались предложением, и процесс пошел. Сама коллаборация произошла 15 августа 2023 года и длилась 2 недели в Featured Items. В первой неделе появились костюм Crewmate, лопата Emergency Shovel и эмоция «Шшшш». Во второй неделе появились шапка Mini Alien, питомец Mini Crewmate и титул Crewmate. В Among Us никаких предметов в честь Shotgun Farmers не добавили, хотя у них, блять, был пакт с инди-играми. Oh, shit! Я думаю, мне не стоит объяснять, что такое редизайн. В плане предметов их было немного, и по большей части предметы, добавленные после Summer Harvest Update в версии 0.7, уже смотрелись хорошо. И зачем что-то менять, верно?
я буду рассматривать лишь те редизайны, которые достаточно заметно изменили предметы. А также я не буду упоминать какие-то мелкие изменения, типа добавления физики для помпона у шапки Санты в Winter Harvest 2019 года. Самый первый предмет, получивший редизайн, является Sheriff Head. Patch 0.1.8 Mood Report and Friends. Вот как выглядела шляпа до Patch 0.1.8, а вот после. В Winter Harvest 2017 года для Party Head добавили дудочку-язычок. В Spring Update 2018 года версии 0.6 Silver Bok, Silver Bok Nest, Royal Nest и Golden Bok получили небольшие изменения. До обновления все они имели более темный цвет, но после обновления цвет стал более ярким. А также буквально на одну версию Summer Harvest Update версии 0.7 эти шапки поменяли свой цвет. В Anniversary Event Update 2018 года версии 0.6.2 Moo Head получила редизайн. Тут вообще интересная история. Раньше голова была взята с старого дизайна Moo. В Spring Event Update 2018 года шапку удалили, но в следующем обновлении шапка вернулась с новым дизайном. Следующие предметы, получившие редизайн, были Hard Head и Tracker в Summer Harvest 2018 года версии 0.7. У Hard Head поменяли цвет на более оранжевый, а у Tracker на кепке налепили рисунок в виде бок-бока. В Winter Harvest Update 2018 года версии 0.8.2 Spectails получил редизайн. Изначально у Spectails был более темный цвет, а также по какой-то причине у очков не было линз. Я не знаю, можно ли это считать редизайном, но изначально у Hoedown был другой звук. Но в Anniversary Event 2019 года версия 1.0.3.9 звук был заменен на более привычный нам. В Hot Wheels версии 1.3.3.1 шляпа фермер получила редизайн. Это, наверное, самая знаковая шляпа в игре, так как это буквально шляпа фермера. Старая моделька выглядит не очень, но от нее веет энтузиазмом, и это одна из самых первых шапок в игре. И неудивительно, что Клази решил сделать редизайн. В Winter Harvest 2020 года, версия 1.6.7, по сути был редизайн Santa Farmer и Snowman. Однако официальных заявлений не было. Однако первые новогодние скины после выхода обновления получили приписку Legacy, чтобы люди не путали имена костюмов. Spring Event Update 2021 года версии 1.7.3 сразу 3 предмета получили редизайн: SK, Party Head и Reindeer. Очки у SK под кепкой убрали, у Party Head убрали дудочку, а у Reindeer убрали красный светящийся нос. В Hound Harvest 2021 года версия 1.7.7 Werewolf получил редизайн. Werewolf изначально имел другую модельку. Ну, посмотрите на это. Старый Werewolf выглядит, как его будто из полена делали. Но в этом обновлении Sin Hicks сделал обновленный дизайн, который просто... Старый дизайн решили оставить и добавить приписку Legacy к имени. Также в обновлении сделали редизайн для значка Wolf Hunter. В безымянном обновлении версии 1.7.8 была изменена текстура Easter Egg. Да, изначально у Easter Egg не было текстуры. В Winter Event 2021 года, версия 1.7.9, несколько предметов получили редизайн. У Santa Farmer просто по неизвестной причине изменили текстуру. Позже старый дизайн вернули как отдельный скин по просьбе Хафа, о чем я уже ранее говорил. Также двум зачкам сделали редизайн, а именно Candy Cane и Christmas Tree. В Shotgun Farms 2.0 или же в первом сезоне редизайн произошел у двух предметов. Самый значимый редизайн был у самого первого и легендарного костюма — Фармер. Об редизайне нам было известно еще в начале 2021 года. Этот скин явно нуждался в редизайне, и новая моделька выглядит очень хорошо. Хоть новый дизайн и заменил собой старый дизайн,
Старый дизайн все-таки остался в игре. Костюм переименовали в Legacy Farmer, и он стал доступен за код. Также в этом же сезоне изменили модельку Fancy Farmer. В качестве редизайна использовали костюм Anniversary Farmer, который просто перекрасили. В какой уже раз? Это спорное решение, так как старый дизайн в игре не оставили. И как по мне, этот скин не нуждался в редизайне, в отличие от фермера. Можно было бы хотя бы оставить старый дизайн доступным за код. В Haunted Harvest 2023 года Бу Боку изменили цвет глаз. В третьем сезоне был изменен звук у Джагл. Изначально он был как у Хойдауна, но после третьего сезона звук изменили на такой. Ну и последний на данный момент редизайн был чуть позже третьего сезона. У Back of Shame убрали нос, который раньше был виден. Привет, с вами Фермер TikTok 2018 комп, и в этом видео я покажу все коды в игре Shotgun Farmers. Я вам сейчас покажу. Самый первый предмет у нас будет почка фермера. Для тех, кто не знает, почка фермера была сделана для тех, в честь тех пользователей ТикТока, которые продали свою почку, чтобы купить 10 долларов игру в стоимость 10 долларов. Сейчас вам покажу, как открыть этот предмет. Видите эту большую фиолетовую кнопку? Значит, нажимаем на нее и пишем код. Сейчас. Quazi add me to game. В смысле? И еще раз. Quazi add me to game. Да почему? Да, еще раз. Quazi add me to game. Да почему это не так? Эй, ты еще кто? Не пока. Редкие предметы — это предметы, которые можно было получить только в определенный момент и лишь один раз, после чего предмет нельзя было получить. Я бы мог эти предметы даже отнести к последней категории, но я передумал. Я уверен, что вы не знаете, какие предметы такого рода были первыми, ну если вы не читаете вики или вы не являетесь читером. Это значки S1 Champ, 2 и 3. Эти значки можно было получить только заняв одно из 3 верхних мест в любом турнипмете. Нам даже известны обладатели этих значков. Но с учетом времени и того, что уже из них никто не играет в игру, количество этих значков равно 0. Также тут есть интересный момент. Первые 2 турнипмента прошли до появления категории значков в игре. Я не знаю, были ли эти значки сделаны до обновления или после. Следующие предметы являются настолько известными в этой сфере, что эти предметы стали баянами. Это Launch Week Suite и Launch Week Badge, которые были сделаны в честь релиза игры. Они давались за 50 и 20 побед в единственном в своем роде ивенте Launch Week Event. Эти предметы более распространенные, и в сообществе остались люди, которые имеют данные предметы. Ну и последний предмет был добавлен относительно недавно. Плюшбок.
Вся история началась в ТикТоке в 2023 году, когда Квази опубликовал видео с намеком на то, что он собирается выпустить плюшевую игрушку. Все это благополучно забыли, так как идея Квази реализуется как минимум через год. Однако, уже очень скоро Квази анонсировал то, что игрушка все-таки будет. Саму кампанию планировали сделать на MakePlush. Это тот сайт, где люди дают свои деньги на производство игрушки. И если набралось достаточное количество денег, то игрушки производятся. Многие инди-компании и даже ютуберы пользовались этим сайтом. И 3 мая 2023 года кампания началась. Хоть и поначалу казалось, что кампания провалится, ближе к концу нужное количество вложений было собрано. И даже собрали на 100 вложений больше. Кампания закончилась 10 июня, а отправка началась 3 сентября все того же 2023 года. А в начале августа всем тем, кто купил игрушку, прислали коды на питомца. Также с выходом второго сезона игрушки Бок-Бок на Northside поменялись на Плюш-Бок. Хоть и было сделано 329 вложений, некоторые люди сделали больше, чем одно вложение. Но таких людей было немного. Я могу точно сказать, что обладателей Плюш-Бок около 300. Также я должен сказать, что в каждом юбилейном ивенте добавляли специальный значок, который можно было открыть только в том году, в котором он появился, если не брать в расчет баги. Свойства — это категория, в которую попадают те предметы, которые не подходят ни для одной из предыдущих категорий. Также сюда попадают настолько маленькие категории, что об них лучше рассказать здесь. Я сразу скажу, что если есть несколько предметов, имеющие одинаковые свойства, то я их объединю, но буду упоминать лишь в тот момент, когда был добавлен последний предмет из таких. Также я не буду упоминать самые банальные свойства. Ну и здесь я практически не буду упоминать название обновлений. Однако я буду оставлять название обновлений на экране где-то сбоку или снизу. На значке What изображен Финн из Skyhook. Из лопаты You Have Get Mail сыпятся конверты. Причем количество конвертов будет зависеть от того, ходите ли вы или ударяете лопатой. Под тортом у Anniversary Cake можно найти надпись «Лучший до 1 июня 2017 года». Также при ударе поверхности с помощью этой лопаты в месте удара будут появляться конфетти. У Pepperhead есть различимая текстура газеты, но не взятая из интернета, а специально сделанный. Ее сделал победитель второго турнипмента Pepper Lagoon. Ее развернутую версию однажды показали в Твиттере. На левой линзе Aviators можно увидеть надпись Raybok. Также на Mining Head можно найти надпись Mountain Side. Это отсылка на удаленную карту Mountain Side. Значок слов был сделан в честь одного из разработчиков игры, Slovinator 5000. Silver Bok-Bok, Golden Bok-Bok, Golden Oink имеет вокруг себя небольшие частицы. У Fishball особый эффект искажения внутри аквариума. При ударе поверхности с помощью Snow Globe у Snow Globe ломается снежный шар. Шар не восстановится, пока игрок не умрет. При попадании в огонь Candy Co будет выбрасывать из себя сладкую кукурузу, а не попкорн. Также при попадании в огонь лед на Cold on the Cope будет таять, пока лед окончательно не растает. Лед сразу восстановится, как только игрок переключится на другое оружие. Clown Shovel и Launch Head меняют свой цвет, если у игрока надет костюм Smile Smile. Такой же эффект есть и у Neon Shovel и Neon Glasses, когда игрок носит Neon Farmer с альтернативным видом. Значок Harry Cobber является отсылкой на серию романов Гарри Поттер. Мяу-мяу основан на коте Квази. Кота, ну или кошку, зовут Винни. Лопаты The Last Straw, Galaxy Shovel и Cosmic Shovel имеют особые звуки, отличающиеся от обычных лопат. Также Cosmic Shovel выключается, когда лопата находится на спине. Плюс при ударе поверхности с помощью этой лопаты в месте удара будут появляться синие искры. А еще Cosmic Shovel является отсылкой на Звездные войны, но это и так понятно.
Наверное, самое интересное тут это одна особенность, которой обладает плюшбок. В Dark Side Horde Mode игрок с плюшбок может подойти к курятнику и принести в жертву плюшбок. Из-за этого финальный босс заменится на огромную версию плюшбока. Сам босс ничем не отличается от обычной версии. Дёрп-бок является отсылкой на вот этот пост. Сам Дёрп-бок также является эмодзи на официальном Discord сервере. Также Бок Хай и Фермер Хай являются эмодзи, взятые с официального Discord сервера. Костюмы Bridal Baller и Groomed Grossman, а также титул Till Death to Us Sprout были сделаны в честь годовщины свадьбы Куази. Если игрок с Grenade Launcher использует эмоцию Juggle, то шары заменятся на помидоры. Также во время Winter Harvest, а также на Northside шары заменяются на снежки, за исключением Oceanside. У Shotgun Farmers версии для свитча были два эксклюзивных предмета. Первый — это музыка Haunted Harvest, которая появилась 27 октября 2023 года. А второй — черно-белая лопата, которая появилась 23 декабря все того же 2023 года. И если второй предмет все-таки появился в других версиях игры, то Haunted Harvest все еще является эксклюзивом для Switch версии. У некоторых предметов из айтем-шопа есть описание. Да, представьте себе, то, что должно быть стандартом, является редкостью. В игре всего 15 предметов с описанием, а именно English Sweater, Witherhead, Oh Gnome, New Year 2022, Honey Harvester, Honey Harvester Head, Rock'n'Roll Guitar, Uni Shovel, Go Fish, Chocolate Heart, Rainbow Harvester, Be My Valentine, Pork Rind и Galaxy Pork Rind. А еще описание титула Be My Valentine является отсылкой на всем известный мем. В игре есть 3 предмета с уникальным способом получения. Первый из них это Easter Egg. Его можно разблокировать, если разбить 9 яиц на Sunnyside. Второй предмет это Long Life Bok-Bok. Чтобы его открыть, нужно убить как минимум одного врага, после чего зажечь все свечи в церкви, меньше чем за секунду. Все это надо сделать на карте Graveside. А третий предмет — загрузочный экран Sunnyside. Вам просто нужно пройти обучение. При ударе поверхности с помощью метлы, кирки или научи свипер в месте удара будет появляться облако дыма. А на сегодня все. Честно, я не ожидал, что видео выйдет на больше, чем час. Я начал писать сценарий еще в ноябре прошлого года. Я ожидал, что материала наберется на максимум на 25-минутное видео. Но в итоге вышло больше часа. И если говорить откровенно, то работа мне не совсем понравилась. Особенно первая глава, где я рассуждал о личностях различных людей, что не должно присутствовать в подобных видео, по крайней мере без полных объяснений. Но раз вы досмотрели до сюда, то может быть вам понравилось это видео. Я должен сказать, что разработка видео слишком сильно затянулась. Сейчас у меня на кону финальные экзамены, и поэтому моя активность будет в разы меньше. Если я упустил какие-то предметы, то вы смело можете написать о них в комментариях. Огромное спасибо CrazyVC за участие в видео. Большое спасибо Slaviinator за некоторую помощь в видео. И спасибо Саймону за небольшую помощь. До встречи в следующем видео. Пока.